Всем привет! Сегодня будем готовить куличики на так называемом жидком дрожжевом тесте. Тесто готовится элементарно, прямо в одной чашке, справится любой, даже новичок. Если у вас никогда не получалось дрожжевое тесто, по этому рецепту у вас точно получится. Для начала нужно будет подготовить опару. Для этого 125 мл теплого молока я смешиваю с 1 столовой ложкой с горкой сахара. Все хорошо перемешиваем. И добавляем дрожжи. Я буду использовать 2 пакетика. В каждом пакетике у меня по 5 грамм. Всего понадобится 10 грамм сухих дрожжей. Все хорошенечко снова перемешиваем. Сюда же также нужно добавить 100 грамм муки. Всыпаю прямо в чашку и здесь же снова перемешиваю. Должна получиться такая достаточно густая вязкая масса. Вот такая она получается. Все, отставляем ее в сторону, закрываем либо тарелкой, либо пленкой, и она будет отдыхать минут 30-40, пока не увеличится в объеме. В отдельной чашке у меня 5 яиц, 2 желтка, пол чайной ложки соли, немного сахара, это 200 грамм, и ванилин. У меня в порошке ванилин. Всю эту массу хорошенечко взбиваем венчиками с помощью миксера, или можно просто венчиком ручным взбить до тех пор, пока масса не увеличится в объеме. Также по желанию здесь можно добавить цедру апельсина. Она опциональна, однако она улучшает вкус всех цукатов и изюма также. Снова хорошенечко все перемешиваем. Сюда же я вливаю 200 грамм сливочного масла. Масло я предварительно растопила и слегка охладила. Оно должно быть теплое, не горячее. Также добавляю сметаны. Сметаны также 200 грамм и тоже она комнатной температуры. Жирность сметаны может быть разная. Я делала из более жирной, с менее жирной. Получается примерно одинаковый результат, сильно не влияет. Сюда же в тесто я добавляю подошедшую опару. Она немножко такая вязкая, тягучая. Выкладываем ее в общую тарелку и хорошенечко тоже перемешиваем. Я буду использовать по-прежнему миксер. Тесто практически готово, осталось только добавить муку. Муки здесь у меня 550 грамм, буду добавлять ее в 2 захода. Сначала добавляю половинку, примерно на глаз, не обязательно это, чтобы было ровно. Вот так, тесто становится вязкое, немножко густоватое. Если вы, как и я, пользуетесь миксером для того, чтобы промешать тесто, то лучше поменять насадку на насадку крюк и снова пройтись по всему тесту. Но в принципе тесто очень мягкое и его можно замешать просто лопаткой. Теперь в тесто добавляю цукаты и изюм, который обязательно нужно обвалять в муке. Вот этот шаг здесь не пропускайте, потому что тесто жидковатое, очень мягкое и изюм может осесть. Вот такое тесто получается. Получается очень мягкое, оно липкое тесто, его невозможно взять в руки и, конечно, его невозможно вымешивать на столе. Отправляем тесто на расстойку. Это тесто очень сильно заполнено маслом, сметаной, тяжелыми продуктами, яйцами, поэтому подходило оно мне долго, примерно 2 часа. Посмотрите, как оно поднялось. Это первая его расстойка. После первой расстойки оно поднимается где-то всего на 50%. Я уже подготовила формочки. Я буду делать 4 формы. 2 формы у меня 11 см в диаметре, 1 форма 14 см и 1 форма 18 см. Тесто, в принципе, можно выкладывать ложкой, как я только что показывала, но можно сделать это и руками. Для этого нужно руки смазать растительным маслом обильно и полностью вот туда забраться в чашку. Так, кстати, даже удобнее, чем ложкой. Формочки я заполняю не больше, чем наполовину, можно даже чуть меньше, потому что тесто второй раз поднимается гораздо больше, гораздо лучше, и оно заполнит полностью формы. Чтобы не произошло такого, что тесто убежало во время выпекания, обязательно обратите внимание на объем вашей формы и на то, насколько вы заполнили каждую форму. Как я уже сказала, у меня получилось 4 кулича, 2 по 11 см, 1 14 и 1 18. Я их поставила на противень, потому что я их буду выпекать одновременно прямо на этом противне. Сейчас накрою их пленкой и отправлю на расстойку в очень теплое место. Примерно они мне поднимались 2 часа. Как только тесто поднялось и заполнило полностью форму до краев формы, время выпекать. Я поставлю на выпечку, у меня 180 градусов по Цельсию, духовка уже нагрелась и буду выпекать их в зависимости от размера куличей. Маленькие у меня куличики выпекались 20 минут, средний куличик выпекался около 30 минут и самый большой был у меня в духовке около 40 минут. Вы также ориентируйтесь на цвет куличиков и, конечно, их нужно будет проверить шпажкой после того, как они выпеклись. С таким мягким дрожжевым тестом здесь есть небольшой нюанс. Очень важно его не передержать во время брожения, потому что если тесто перебродит, то куличики во время выпекания могут осесть. Посмотрите, какие они хорошие получаются, такие тяжеленькие куличики, они внутри влажные, рыхлые. Посмотрите, какое донышко хорошее получилось.
Сверху у него блестящая яркая шапочка. Шапочки, кстати, у этих куличиков, они не поднимаются таким обычным бугорком, который мы привыкли видеть, они более плоские. Даем куличам остыть и покрываем их вашей любимой глазурью. Я сегодня использую обычную сахарную глазурь. Здесь у меня пропорции такие: на 8 столовых ложек воды, 16 с горкой столовых ложек сахарной пудры. Все хорошенечко перемешиваем в одной чашке до густоты и до плотности, такой, какая вам нравится. Можно добавить чуть больше воды или чуть больше сахарной пудры по желанию. И сверху я их также украсила немного апельсиновой цедрой. Цедра красиво смотрится, добавляет дополнительный аромат, а также у нас есть апельсиновая цедра внутри, поэтому очень хорошее сочетание. Посмотрите внутри, какой получается куличик. Этот куличик получается такой рыхлый, влажный, тяжеленький. Сейчас попробую. Очень вкусный, очень мягкий. У меня на канале есть еще несколько рецептов куличей, они очень хорошие, все очень удачные. Если будет желание, я поставлю ссылочки в описании, вы сможете там посмотреть. Если у вас остались какие-то вопросы, то спрашивайте в комментариях. Комментарии я смотрю, проверяю, всем отвечаю. Поздравляю вас всех с наступающим светлым праздником Пасхи и до встречи в новых видео!